Мы едем в Прибалтику. Алкоголь продается только до 3 часов. Taste all the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the... Рига нам очень понравилась. О, какой замечательный ежик сидит. Ну еще люди купаются. Ну все, я ночую на улице. Таллин – столица Эстонии. Дальше только море. Так, мы приплыли в порт Финляндии. У нас возникла маленькая проблема. Вот такой лимонад стоит 7,50 евро. Но как видите, мы не... Катя, иди в Хэсбургер. Всем привет, и мы в Швеции. Родина Volvo, Saab, многих музыкальных групп и Ikea. Так, наш первый замок в Швеции. Название где-нибудь появится. Я не знаю, как его правильно прочитать. Сейчас посмотрим, можно ли там снимать. Дворец Дротнингхольм – одна из самых известных королевских резиденций Швеции, построена в 17 веке. Уже со входа открывается вид на парадную лестницу, спроектированную архитектором Никодемусом Тессином-старшим. Именно по ней на протяжении столетий поднимались шведские монархи и их гости. Дворец – наследие королевы Гедвиги Элеоноры. После пожара 1662 года она заказала строительство монументального барочного ансамбля. Каждый зал должен был символизировать величие империи, расписные потолки словно небеса, стены – летопись истории. Здесь зал украшен портретами шведских монархов. Он подчеркивает преемственность власти и династическую историю дворца. Галерея Карла X Густава – длинный торжественный зал, посвященный военным победам короля. Центральное место здесь занимают сцены шведского потопа, серии войн 17 века. Далее военные сюжеты сменяются сценами античной мифологии. Это отражает вкусы более поздних владельцев дворца. Здесь заметно, как строгая росхаш барокко уступает более изящному стилю. Личные покои королевы Гедвиги Элеоноры дают представление о частной стороне дворцовой жизни. Несмотря на роскошное убранство, эти интерьеры подчеркивают не показную парадность, а статус и вкус своей эпохи. Портретные залы дворца рассказывают историю шведской монархии через лица королей и королев. Они создавались не только как украшения, но и как визуальное напоминание власти, преемственности и династии. В библиотеке и кабинетах дворца сосредоточена интеллектуальная жизнь резиденции. Здесь сохранились книги, велись беседы и принимались решения, формировавшие культуру и политику своего времени. Богато расписные потолки – одна из главных особенностей дворца. Аллегорические и мифологические сцены создают иллюзию открытого неба и подчеркивают величие барочного искусства. Парадные залы использовались для приемов, церемоний и официальных встреч. Их масштаб, декор и живопись должны были производить впечатление и подчеркивать статус королевской резиденции. Дворец Дротнингхольм – один из немногих в Европе, который сохранился практически без изменений. Именно поэтому в 1991 году он стал первым объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Швеции. Сегодня дворец по-прежнему связан с королевской семьей, а из его окон открываются виды на воду и регулярный парк, где строгая геометрия аллей подчеркивает идею порядка, гармонии и власти над пространством. Лучшее время для посещения музеев – это когда на улице идет дождь. Мы приехали в музей Васа. В музее Васа хранится один из самых известных кораблей Швеции – военный флагман 17 века, затонувший в свой первый выход в море. Корабль Васа был построен по приказу короля и должен был продемонстрировать мощь шведского флота. Однако уже в 1628 году он перевернулся и ушел на дно, всего через несколько минут после спуска на воду. Более 300 лет корабль пролежал на дне Балтийского моря и был поднят в 1961 году. Благодаря особенностям воды он сохранился в уникальном состоянии. Сегодня Васа – главный экспонат музея и редкая возможность увидеть подлинный военный корабль 17 века.
Короче, мы решили поехать на общественном транспорте в центр. Въезд на автомобили платный, парковки платные, но система оплат, ну, как для иностранцев, для неприезжих на первый взгляд может быть сложная. Нужно скачать приложение, поставить, оплата въезда в город тоже нужно скачать приложение. В общем, нужно разбираться. Стокгольм, кстати, город уникальный. Он целиком построен на 14 островах, которые соединяют почти 60 мостов. Куда ни глянь, везде вода, поэтому его часто называют Северной Венецией. А еще здесь вообще нет тяжелой промышленности, так что это одна из самых чистых столиц в мире. Дышится тут невероятно легко. И прямо в самом центре мы удачно наткнулись на королевский парад. Масштабно. Гвардейцы, оркестр, кони. Настоящее шоу для туристов прямо посреди улицы. В нескольких минутах ходьбы находится музей Нобеля. Самая залипательная фишка тут – карусель под потолком, где по цепочке непрерывно движутся портреты лауреатов премии. Сам музей небольшой, но интерактивный. Здесь показывают кучу личных вещей ученых и объясняют суть их открытий буквально на пальцах, через короткие фильмы и макеты. Есть даже забавные экспонаты, например, здесь хранятся те самые инструменты, с помощью которых расшифровали структуру ДНК, и личные блокноты исследователей с первыми набросками гениальных идей. В общем, отличное место, чтобы почувствовать себя чуточку умнее. После музея мы еще немного побродили по Гамластану, это историческое ядро Стокгольма. Здесь все стандартно для старой Европы. Узкие мощеные улочки, разноцветные домики, куча сувенирных лавок для туристов. Но стоит пройти чуть дальше, и старина резко заканчивается. Начинается современный деловой сити. Вокруг сплошной бетон, стекло, строгая скандинавская архитектура и огромные офисы. Нагулявшись, мы решили, что пора сменить ракурс и посмотреть на город с воды. А чтобы было поинтереснее, выбрали аквабус. Аквабус – это такой автобус-амфибия. Сначала он возит по улицам, причем маршрут классный. На экскурсии рассказывают про такие достопримечательности, до которых самостоятельно мы бы вряд ли добрались. Затем автобус съезжает прямо в воду, и экскурсия продолжается уже с нового ракурса. Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Полина, тебе было страшно? Нет. Молодец. Memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas Нам как раз показали тот самый музей Ваза, только со стороны залива. Выглядит совершенно иначе. Правда, плавали мы недолго. Наш чудо-транспорт сломался прямо посреди воды. В итоге все превратилось в спасательную операцию. Нас эвакуировали на моторных лодках. Доплыли до берега с ветерком. В целом адреналина хапнули знатно. После водной прогулки спустились в метро. Стокгольмская подземка – это отдельная достопримечательность. Станции здесь вырублены прямо в скалах и оформлены как подземные пещеры с арт-объектами. Выглядит очень атмосферно.
Мы в Скансене, парк-музей под открытым небом. Скансен – это старейший в мире этнографический музей под открытым небом. Сюда со всей Швеции завезли настоящие дома и усадьбы прошлых веков. Получилась такая мини-Швеция в миниатюре. Ходишь, смотришь, как жили люди сотни лет назад. Везде персонал в исторических костюмах, работает, играет музыка. В общем, полное погружение. А это аутентичный магазин с кружками и изделиями из глины ручной работы. Мы взяли в кафешке кофе и булочки. Вот это фирменная шведская булочка. Тут у нас фирменный марсен. Как марсена? Пшенизе, марзина. Тут же при музее есть большой зоопарк, причем упор сделан именно на скандинавскую фауну. Всякие там лоси, медведи, росомахи, волки и северные олени. Животные живут в огромных вольерах, в максимально естественных условиях. Место крутое, но чтобы обойти его целиком, нужен минимум целый день. В парке Скансен можно погрузиться в атмосферу конца 18-го, начала 19 веков. А, здесь есть зоопарк. Тут мы видели лосей, медведей дерутся. Короче, прикольные такие были. Прикольные такие вообще. Перед возвращением домой остановились на кемпинге возле озера. Поплавали на каяках и готовимся пообедать. После перезагрузки на природе мы заехали в город Норрчопинг. Главная фишка тут – музей визуализации. Это интерактивный научный центр, где можно буквально потрогать технологии. Решение, где обедать, было принято единогласно. Мы поехали в Икею. Ну что, дети, хотите домой? Да. Нет. Финальная точка путешествия – паром обратно до Гданьска. Загнали машину на борт, полюбовались закатом в море, а на утро уже были в Польше. Вообще, такой формат на машине и пароме – это кайф и очень крутой опыт. Мы 100% повторим что-то подобное. В общей сложности за 14 дней мы преодолели более 4000 километров, из которых 3000 чисто за рулем. Поездка получилась максимально насыщенной. Настолько, что под конец эмоции уже немного замылились, и в голове началась каша. Сидишь и пытаешься вспомнить, где и что мы видели пару дней назад. Но это приятная усталость, путешествие вышло отличным. Швеция топ. Если вам понравился наш трип, поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам такой формат путешествий. До встречи в новых видео. Пока.